Друзья, всем привет! Мы снова в Балаково. Сегодня мы пойдем на воду, и я расскажу вам о своем опыте использования системы Garmin Panoptix LiveScope. И поверьте мне, Panoptix — это не только пелагическая рыба, не только ловля в приглядку, не только ловля в полводы. Это многое-многое другое, это очень удобно. И поэтому я хотел бы отдельно выпустить вот такой вот сюжет об использовании Panoptix именно на реке, на течении, по тем рыбам, которые мы привыкли ловить. И не лишним будет вспомнить, какими же основными принципами мы руководствуемся при поиске рыбы на реке. Обычно река подразумевает течение, и рыба для своих стоянок выбирает места, где это течение из-за каких-то причин ослабевает. Обычно это некие структуры, затопленные кораблики, затопленные плоты, большие коряжники, какие-то кочки, бугры. То есть все то, что может спрятать рыбу от набегающего течения, где она может немножко отдохнуть, отстояться. Первоочередный принцип поиска – это плавание по акватории, анализ картинки бокового структурного сканера, поиск каких-либо структур, отметка их координат на карте, то есть чтобы наша структура прорисовалась на карте некой точкой. И далее мы выставляем лодку и облавливаем эту структуру. Само понятие структура включает в себя, по большому счету, любой подводный объект, который может представлять интерес для рыбы, ну и, соответственно, для рыболова. Сейчас мы движемся по небезызвестной многим спиннингистам Волжке. Это совхозная Волжка, немецкая Волжка, ниже города Вольска в Саратовской области. Места с выраженным сильным течением, с относительно небольшими глубинами и с огромным количеством интереснейших коряг, чаще всего техногенного происхождения, это плоты. Когда-то давно здесь был плотовый рейд, когда лесосплав по Волге делали, на зиму плоты, те, которые не успевали дойти до точки назначения, ну там в Астрахань, может, гнали куда-то, их на зимовку ставили вот в эту Волжку. И, естественно, вязанки бревен тонули, где-то больше, где-то меньше, и вот достаточно в хаотичном порядке они здесь попадаются. И сейчас мы для примера вновь найдем одну из вязанок бревен, попробуем на нее выставиться, и я покажу, как это происходит обычно, как это происходит с классическим структурным сканером, и в принципе станет понятно, в чем же фишка именно Garmin Panoptix для реки. Вот в правом луче эхолота мы увидели некие структуры, это парочка отдельных бревен, можно их отметить точками, выбираем символ дерева. По карте будет понятно, что таким образом мы отмечаем затопленные деревья. И чуть дальше, аналогично в левом луче, мы замечаем большую вязанку бревен. Это пресловутый утонувший плот. Вот его очень хорошо видно. Отмечаем его точкой. Наша дальнейшая задача состоит в том, чтобы выставить катер выше по течению относительно этой точки, ну или там руководствуйтесь какими-то своими алгоритмами. Выставить катер относительно этой точки на каком-то расстоянии. Я предпочитаю выставлять катер выше по течению. И обычно это расстояние около 20-25 метров. Если это ловля щуки, окуня, жереха, езя. И 15-18 метров, если это ловля судака. Ориентируясь по карте, которая стабилизирована компасом магнитным и не крутится, ориентируясь по ней, мы заезжаем выше и фиксируем лодку с помощью электромотора на расстоянии 22, ну в данном случае около 20 метров я встаю выше постановки. Это далековато. Сейчас катер, когда выставится окончательно, я немножко с пульта подвину его ближе к структуре и смогу сделать первый заброс. Особенность датчиков, которые выдают нам реал-тайм картинку, то есть показывают нам то, что происходит под лодкой, либо в стороне от лодки в реальном времени, в отличие от обычных эхолотов, которые показывают нам, скажем так, статичную фотографию того, что было в тот момент, когда мы там проезжали.
Вот. Основной принцип этих датчиков — это то, что они направленного действия. Мы словно бы видеокамерой можем сквозь толщу воды направить их куда-то и посмотреть, что там происходит. Для того, чтобы управлять датчиками такого типа, напомню, их сейчас два. Это Panoptix LiveScope от Garmin и Active Target от Lowrance. И где-то там на подходе датчик от Humminbird. Для того, чтобы управлять таким датчиком, нам понадобится некий привод, для того, чтобы мы могли этот датчик опускать в воду и вращением его из стороны в сторону направлять в нужное нам место. Прижился тип приводов вот такого, скажем, класса. Это крепление на борт, либо на планшере, либо в ТПАС, в непосредственной досягаемости от водителя, чтобы он мог одновременно управлять лодкой и этим приводом, корректировать положение лодки, ну и, естественно, отслеживать картинку на экране. Производителей много, этот привод делаю я у себя в мастерской. Множество подобных приводов делается в Финляндии, в Швеции, в Санкт-Петербурге есть ребята делают. Ну, как говорится, на любой вкус и кошелек. Принцип простой. Опустили в воду и вращением штанги направляем датчик в любом направлении от лодки и смотрим, что там происходит. Вот обратите внимание, у привода есть некая рукоятка вот по типу некоего костыля, их даже так прозвали костылями. Это ручка, за которую я ее вращаю, и эта же ручка является осью направления датчика, то есть того направления, куда он сканирует. Видя, куда у нас направлена рукоять, мы понимаем, куда у нас направлен датчик. И когда мы видим какой-то объект на экране, мы, естественно, понимаем, где он находится в реальности. То есть, куда направлена ручка, это мы видим на экране. Сама ширина луча довольно узкая, буквально там пару метров он захватывает на обычном расстоянии, там 20 метров. Сканировать толщу воды и то, что в ней находится, можно достаточно подробно. Вот, небольшими вот такими движениями, потом мы на экране смотрим, что там находится, и понимаем точное расположение этих объектов на водоеме. Уже не на карте картплоттера, а именно на водоеме в реальности. И вот теперь мы можем направить наш датчик на ту структуру, на которую мы выставлялись, на эти бревна. Вот, вращаем, они ниже нас по течению, и вот мы их видим. И обратите внимание, в корягах есть жизнь. Вот видно, что плавает рыба, то есть вокруг бревен явно есть какая-то жизнь. Вот. Видно движение, рыба ходит в верхней части бревен, сзади них, и рыба не одиночная, не единичная, скажем так. И это хороший признак, это значит, что бревна живые, и мы вправе ожидать здесь поклевку. Вот видите, рыба вот, движется в передней части. Это не мелкая рыба, это достаточно крупная рыба, там, ну, от полукилограмма. Вот, в передней части коряги видим рыбу. Коряга живая. Ну и продолжая анализировать картинку, какую мы еще получаем информацию. Мгновенно мы видим, что коряга начинается от нас в 10 метрах, заканчивается где-то в 18. Мы понимаем размер этого коряжника, завала бревен. Понимаем высоту, потому что здесь у нас сетка координат, мы видим, что высота около 2 метров. Понимаем длину, понимаем, где у нас левый край, то есть понимаем четкое направление на левый край коряжника. И понимаем четкое направление на правый край коряжника. И у нас есть четкий вектор обстрела. То есть мы можем забрасывать приманку четко в коряге, если бросать будем в этот сектор, либо будем проводить в притирочку, если будем ориентироваться на края. Задача бывает разная. Иногда приманку нужно провести через самые дебри, иногда приманку, если это, к примеру, какой-то дорогостоящий воблер, лучше наоборот провести по краю коряжника, чтобы исключить зацепы. Но мне сейчас что понравилось? Вокруг бревен вьется достаточно большое количество некой рыбы. Ты видел? Рыба пошла вверх, был всплеск, а рыба пошла вниз. Скорее всего, это крупный окунь, возможно, голавлик. Потому что рыба активно перемещается в толщу воды и не прижата ко дну. Сейчас сниму джиговую приманку и предложу этой рыбе воблер крэнк. Воблер такого типа в целом хорошо проходит коряги. Плюс они хорошо работают и по главлю, и по окуню. Это та рыба, которую я сейчас увидел на экране. С
учетом того, что рыба распределена по горизонту, то есть она есть и у дна, есть и в верхней части коряжника, шансов на поимку именно на воблер, я думаю, будет больше. Поэтому я сейчас поменяю приманку и попробую предложить рыбе крэнк. Рыба. Очень мягко взяла, без удара. Ну, рыба не мелкая. Честно говоря, даже не знаю, что это. Очень сильно дергается. О, это щука. Щука не маленькая. Трясет головой. Мощные потяжки, как будто это жерех какой-то. Честно говоря, подумал, это белый хищник, но нет. Это щука. И щука бонусная. Щука очень хорошая. Очень часто ловятся хорошие щуки на крэнке. Сегодняшний день не стал исключением. О, красавица! Ну вот, друзья, вы все видели сами. Буквально это не буквально, это реально первый заброс. Первый заброс в правильном направлении. Вот рукоятка показывает нам направление. Я сориентировался, сделал правильный заброс в нужное место. И я хотел поймать голавлика, либо окуня. Ну, попалась щучка. Не стали взвешивать, но это точно больше, чем 5,5 килограмм. Я думаю, в районе 6 в ней. Взяла 4-метровый крэнк. 4-метровый по заглублению. Это Ганкрафт. Это не первая моя щука, пойманная на него. Приманка продолжает выполнять свое назначение, ловить пассивную летнюю рыбу. Потому что очень жарко, очень теплая вода. На джиг поклевки очень аккуратные. Вот, приманки такого типа очень часто выручают. Ну, что, собственно, и произошло. Во время ловли, во время проводки я всегда в полглаза смотрю на экран эхолота. Датчики выручают нас тем, что позволяют нам точно видеть направление на объект ловли и очень точно, я бы даже сказал, ювелирно его облавливать. Если бы мы сейчас выставлялись вслепую, как говорится, по старинке, ну, я бы с первого заброса точно по этим бревнам, скорее всего, не провел. Потому что сегодня боковой ветер, видите, лодку немножко повернуло поперек течения, и ну, я бы мог только догадываться, где точно находятся бревна. Но я направил на них датчик, вижу их на экране, вижу точное направление на них. Первый же заброс попалась отличная рыба. Ну, это тяжело комментировать. Вообще очень приятно, когда столь крупные и тяжелые рыбины попадаются на довольно небольшие приманки. У меня удочка до 21 грамма. Ну и это классно. Прям подарило эмоции. Может быть, это осталось за кадром, но произошел забавнейший случай. Я после поимки щуки сделал еще несколько забросов. Ну и решил немножко отвлечься, перекусить, попить водички. И пока я сидел, перекусывал, оператор взял мой спиннинг и попросил сделать пару забросов. Ну, естественно, конечно же, я не отказал. Бросай, нет проблем. И вот эти головли, которых мы видели на экране эхолота, которые ходили вокруг этой коряги, они себя проявили. И Никита впорол огромнейшего головля. Оператор у нас порит рыбу. Фак! Это голавль. Какой-то он кило на 3. Вес его 2,5 килограмма. И я вам скажу, что такие головли даже на Средней Волге не часто попадаются. Это действительно трофей в головлином мире. И я уверен, что мало кто видел таких головлей. И уж тем более еще меньшее количество людей держали таких головлей в руках. Класснейший результат. Крэнк опять сработал. Это же самая коряжка. И вот эти голавлики, которых мы видели на экране, они...
иногда кусают воблеры, хотя вроде обеденное время. Честно говоря, я сюда приехал не рыбу ловить, мы именно хотели немножко показать красивую корягу, показать, как она выглядит на паноптиксе, как вокруг роятся рыбки. Вот, и такой вот сногсшибательный дуплет буквально за 15 минут. И, как говорится, рыбалка сделана. Рыба есть, рыба разноплановая, рыба трофейная, хорошая щука, хороший голавль. У меня на катере установлен самый дешевый из возможных карплоттеров, который работает с датчиком Panoptix. Это 72-й Hamap. Я его покупал на самом деле под зиму и использовал именно зимой, чтобы его было удобно носить от лунки к лунке. Он маленький, компактный, потребляет мало электричества. Вот. И уже когда, скажем так, в обиход и в моду вошли вот приводы для вращения датчика именно с лодки, уже после этого я переставил его себе в катер и, как говорится, не пожалел. Самая главная фишка этого оборудования в том, что мы видим точный пеленг на структуру, точное расстояние до структуры, точные границы структуры. И можем обловить ее буквально с одного заброса, что и показала сегодняшняя рыбалка. Но в то же время не забывайте, что ловит не электроника, ловит рыболов. И электроника всего-навсего помогает нам и облегчает нам жизнь. И вот что я вам скажу. У меня были рыбалки, когда в лодке не было этой штуки. И вы знаете, я ощущал себя словно слепым. То есть вот мне обычного карплоттера уже не хватает. Мне нужно обязательно опустить и посмотреть точное расстояние до бровки, до структуры, понять точное направление, куда мне сделать заброс. И я думаю, за такими приборами будущее. И в принципе они и так-то уже у всех спортсменов стоят, но со временем, наверное, будут стоять уже и у всех любителей. Так что будем развивать эту тему, будем прокачивать свои навыки. И то, что вы видите сегодня, это самая простая комплектация с самым маленьким экраном. Если экран поставить побольше, там детализация в несколько раз выше, там приманку видно в 18 метрах от лодки, как она идет. Ну, очень здорово расширяет возможности спиннингиста. И пробуйте, не пожалеете. Ну, вот такой сегодня получился выезд, друзья. Вырвались буквально на несколько часов. Основная задача была показать вам основы работы с эхолокационными приборами нового типа. И я считаю, все получилось. Основные посылы понятны. Эта техника позволяет работать прицельно, уверенно, в один заброс и фактически превращает рыбалку в некую охоту, что ли. Ну вот так. За такими приборами будущее, хотите вы этого или нет. Стоят они вполне доступных денег. Цена моего комплекта сравнима с обычным 9-дюймовым эхолотом, таким, какие стоят на десятках лодок моих знакомых. Ничего выдающегося. Пробуйте, работайте, изучайте, ловите. Подписывайтесь на канал Волга Бейтс. Всем пока!